известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться выходу в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех наших телезрителей. В эфире снова наш телевизионный канал Невс ТВ. Новая передача, 55-я, которая называется «Квантовый календарь. Продолжение». И я ее ведущий Всеслав Соло. Сегодня в студии мне будут задавать вопросы два моих соученика. Это Тамирсил из города Нижний Новгород и Ведиш из города Казань. Ну что ж, давайте послушаем первый вопрос моих соучеников. Большинство людей знает, что климат сильно изменился. Если раньше погоду предсказывали по веками сложившимся приметам, то сейчас они, как говорят, не работают. Часто мы слышим о глобальном потеплении, о том, что тают льды на полюсах, а это грозит подъемом вод Мирового океана и затоплению приморских городов. Зимы стали теплыми, а морозы не такими сильными, как раньше. Но почему-то при этом лето не слишком жаркое. По крайней мере, так было в России в прошлом году. Хотя вроде бы глобальное потепление должно разогревать и лето, и зиму. Все это скорее похоже на уравновешивание климата на Земле. Скажите, существует ли связь между изменением климата и квантовым календарем? Влияет ли квантовый календарь на изменение климата? Отвечая на этот вопрос, точнее готовясь к ответу на этот вопрос, я там внутри себя вспомнил такие интересные моменты из собственного детства, когда я, прежде чем уснуть, мне было там 5, 6 лет, 7, прежде чем уснуть, внутри себя видел какой-то огромный остров, точнее даже планету целую. И я там как бы был император. У меня было много подданных и много-много возможностей разных. Самое интересное, что там я был всемогущ. Я был просто бог этой планеты. И это было так прекрасно. Оторваться от реальности и наслаждаться всевозможным. И вот как-то я даже не заметил, что потихонечку, как бы параллельно, у меня стали возникать какие-то вот необычные, я бы сказал, даже удивительные состояния. Это сейчас я их могу пояснить себе и вам также, мои уважаемые телезрители. А тогда я просто в них пребывал и даже где-то немножко пугался. А что происходило? Прежде чем уснуть, очень часто у меня возникали вот следующие состояния. Я закрывал глаза, и вдруг я ощущал, что я куда-то проваливаюсь, и такой маленький-маленький становлюсь, маленький, крохотный какой-то, а вокруг меня что-то огромное, как бы тело мое, но я его не вижу, огромное-огромное, бесконечное вокруг меня пространство, и я вот ощущал вот это состояние маленького себя, одновременно огромного, и у меня даже возникали состояния подташнивания. То есть мне даже немножко тошнило. Я вот так вот выныривал из этого состояния, немножечко, как говорится, приходил в себя, опять закрывал глазки и снова пытался заснуть. И в основном там у меня со второго-третьего там захода забывался я, как ребенок, и получалось уснуть. Это, конечно, не всегда было, подобные вот состояния возникали у меня, но очень частенько я их испытывал. Я тогда и невдомек себе, как говорится, ставил, да, и не думал о том, что все это как-то взаимосвязано. Мои вот эти работы, детские игры, имеется в виду, с планетой, и вот эти вот ощущения. Позже больше стало проявляться. И я сразу перепрыгнул через множество лет, и в прошлой передаче «Квантового календаря» я немножечко об этом наговаривал. То есть позже я стал замечать, что климат мне как-то подчиняется. Солнышко, если я подумаю, да, оно начинает
там, значит, из-за тучек выходить, хотя бы поздороваться со мной, если я вышел на прогулку. Вот. Ну и дождик там и так далее. То есть все как-то вот я стал ощущать, понимать, что как-то реагирует на мои настроения. И самое интересное, что попозже уже, я, по-моему, в одной из передач говорил, на меня даже целую телегу тогда говорилось, так, кляузы написали в прокуратуру. Я жил тогда в Южном городе, в России. И ну, написали типа того, что я колдун, маг, там, остановил разлив в городе Ростове-на-Дону, ну и так далее. Вот с этих моментов я стал уже собирать себя по крупицам. И внутри, кстати, почему я вот заговорил о планете, да, о своих состояниях, и вот сюда перешел в следующие кадры жизни. Потому что параллельно у меня развивалось вот внутреннее ощущение присутствия каких-то помощников. То есть внутри, я их не слышал, нет, во мне не звучали никогда голоса. Вот ощущения были, что какие-то, вернее, сущности присутствуют, что-то такое, вот как помощники. Ну, в общем, всегда я ощущал, что во мне что-то есть такое, что вот дает мне какое-то право как-то себя вести. Я вот даже вспоминаю в этой ситуации, по-моему, я уже рассказывал в одной из передач, а если не рассказывал, то сейчас расскажу коротко. Была такая ситуация, когда я вот просто взял вот пиджак, да, в первом классе, пиджак сорвал с себя, бросил под ноги Изагелю Борисовичу, учителю по пению, и говорю, немедленно поднимите, а то я пожалуюсь главному города. То есть у меня такое было ощущение, что я всемогущ, что я могу сказать, и так и будет, и меня послушают. А ведь в дальнейшем так и случилось, и так случалось. Когда вот я зашел, помню, в обком партии, да, в южном городе России, и должны были издавать мою книгу стихов, но ее не издавали, потому что, видите ли, редактор уволился и перешел работать в журнал. А книгу стихов мою как бы тормознули из-за этого. Я пришел в обком партии пожаловаться. Они говорят, ну мы сейчас уже не влияем на редактуру, они сами, редакция, да, этим занимается. Как бы свобода у нас и перестройка такого типа. Вы знаете, меня так это удивило, так это сильно напрягло. Думаю, ну ведь вы все завязаны, как же так? И тогда я прям громко в обкоме партии на весь вот этот огромный зал, там внизу я находился на первом этаже, я выкрикнул. Тогда я понял, откуда гниет рыба. С головы говорю. Тогда я закрываю вашу партию. Это вот я один к одному я вам говорю. Буквально через 1,5 месяца случился путч. Вы все это помните. И партия была закрыта. То есть Советский Союз закончился. Понимаете, что интересно, да? Что вот эти вот внутренние помощники, я настолько их ощущал, что я чувствовал себя с крыльями, понимаете? И всегда это и есть со мной. То есть вот ощущение, что я могу, я имею право на это, понимаете? Не знаю даже почему, но теперь-то я догадываюсь, что там, в детстве, да, я родился уже с этой планетой, я ощущал ее, то есть моя судьба как-то завязана с Землей. Но я не хочу этим хвастаться, я не хочу себя бить в грудь, что я самый главный на Земле. Ни в коем разе даже не подумайте об этом так, люди, не надо обо мне думать. Я просто вот рассказываю, как есть на духу, как вот я понимаю себя, и как я жил, и как развивался, понимаете? То есть моя задача не попугать, не похвастаться, а просто рассказать, как есть. Я думаю, что вопросы-то все равно эти возникают. И не надо думать, что здесь как-то человек, как говорится, не от мира сего. Абсолютно все понимаю, логичен и практичен, и такой же, как и вы, но рассказываю, как есть у меня вот развитие мое. Всегда во мне вот были вот эти опорные точки, которые давали мне возможность иметь право как-то сказать, как-то сделать, как-то подумать. Квантовый календарь создавался, естественно, не просто так. Я выступаю на своих практических вечерах, на лекциях практических по высшей магии мысли. Очень часто своим соученикам говорил, у меня есть целая система моих личных богов. Ну, все улыбались, ну, в каком смысле богов? Но вот
вот я ж не мог людям объяснить, каких именно вот этих опорных точек, которые во мне есть. Я их потом стал называть, когда я уже стал преподавать, ну, типа богами, да? Вот. Ну, имел, наверное, это право, потому что это мои были опорные точки. И в конечном итоге, когда я уже создал квантовый календарь, точнее, создавал уже его в процессе, я понял, что раз мы в квантовом календаре желаем уравновесить климат на всей планете, растопить все снега, льды там и так далее, и чтобы везде ровный климат был, солнышко светило, и всем хорошо и вольготно было. Для этого надо возродить богов. Надо возродить тех богов, которые способны повлиять на все это. Причем повлиять сегодня. Вот знаете, маленький отступ сделаю. Когда я особенно вот начинал еще преподавать, в далеком 90-м году, я начал преподавать 26 лет назад свое учение, логику предметно-беспредметных островов, то мне часто задавали мои слушатели вопрос. Вот очень много книг продается по магии. Можно ли по этим книгам научиться магии действительно? Или это так, фикция? Все. А я им отвечал, уже тогда понимая всю перспективу и возможности. Я говорю, поймите, вот возьмем даже того же Папюса, там, или Гома Георгия Готовича Меуца. Они живы сейчас? Или Гермес Трисмегист? Нет, говорят соученики. Я говорю, но вы поймите, в магии работает то, что сегодня подпитывается, что сегодня поддерживается, на что сегодня, может, молятся, чем сегодня занимается, что сегодня реанимируют, чему сегодня верят. Вы понимаете, да? Я не хочу кощунствовать, но любого пророка, который сегодня существует, если вдруг все забудут, его действие, сила и мощь тут же уменьшится или даже полностью свернется. К сожалению, это факт. Потому что я и писал в своих стихах давно уже. Нет человека, нет и Бога. Подумайте, ведь Бог всегда для кого-то нужен. Он поэтому и создал нас по подобию собственному. Тогда и Бог есть, для нас есть, понимаете? Так вот, я объяснял своим соученикам тогдашним, что вы можете перечитать множество книг на развалах, да, книжных, набрать, накупить, но ничему не научитесь, потому что среди этих книг магии нет. Она вся законсервирована, она уже не работает, она вчерашний день. Сегодня никто ее не поддерживает. Ну вот, там вот тираж книги, там 5000, допустим, ну 10-20 человек поверили, пытаются как-то пользоваться. Может, у кого-то что-то с проблесками получается, когда он молится какому-то древнему богу. И все, понимаете? То есть реанимировать это невозможно. Но давайте сейчас будем верить в греческих богов. Вы что думаете, греческие боги сейчас как-то имеют влияние на нашу планету? Да никак, практически никак, понимаете? Но теперь частично имеют. А почему? Я объясню. Так вот, когда я создавал уже квантовый календарь, да, я, опять вспоминаем, да, говорил, что нужно уравновесить климат на Земле. Значит, нужно что-то растопить, да? Что? Ну, ледяные всякие поверхности земные. А что? Кто это может сделать? Конечно же, Бог Солнца. А он не один был. На Земле богов Солнца очень много было. И если взять только одного, то остальные обидятся, говорится. Но и вообще-то не только обидятся, но это несправедливо будет. И вообще мощь нужна, да? И потом у нас 12, как говорится, месяцев, по-старому, если исчислению говорить, в календаре 12 дари, если говорить нашим языком квантового календаря. Дари это месяцы в квантовом календаре. Так вот, 12 их дари. И я, понявши, что необходимо именно растапливать климат, уравновешивать на Земле, имея внутри себя опорные точки уже вот этих богов с детства, понимаете, я стал их просто называть.
Но я понял главное, что сегодняшний день – это сегодняшний день, вчерашний день – это вчерашний день. И поэтому, если разговаривать на старославянском сегодня, ну, в Госдуме, скажем, там, или президент заговорит на старославянском, ну, все, конечно, да, просто пожмут плечами, скажут, что это с ним такое случилось, да. В общем-то, скажут, нормальный парень, да, мужик, и вдруг заговорил как-то странно. Конечно же нет, он будет говорить на каком языке? На современном. Правильно? На современном, используя политические обороты, термины и так далее и тому подобное. Так и я. Я понял, что если мы возьмем всех богов Солнца, а я так именно и задумал, взять всех богов Солнца, которые были, да, и за историю существования, ну, основные, да, основных, за историю существования цивилизации нашей, известной на сегодня, то если их взять под старыми именами, ну, под теми, которые были тогда, в свои времена у них, то они будут звучать вот приблизительно так же, как бы, знаете, ну, что-то вроде как, ну, я не могу сказать посмешище, а что-то вроде как клоунады, что ли, скоморохи какого-то. Поэтому их нужно сегодня, преобразить сегодня и, как говорится, одеть в имена современные, чтобы люди могли в них заново поверить, чтобы они заново могли в сегодняшней эпохе вместе, видите, в единую линию выстроиться, зафункционировать снова, реанимировать богов Солнца. И мне это удалось. Ну, вот смотрите, сейчас попробую вам перечислить, да, всех богов Солнца, которые в квантовом календаре участвуют, и каждый бог Солнца заведует определенным даре, месяцем. Да? Ну вот смотрите, допустим, Амон. Ну, казалось бы, ну, давайте Амон назовем. Но сегодня ведь Амон есть, это вот, да, с автоматами бегают, там кто-то нападает. Но согласитесь, что ассоциации уже другие совершенно, если мы будем говорить бог Амон. Понимаете? Ну, начнутся анекдоты, еще чего-то. Я осовременил и дал ему имя, имея право на это, кстати, потому что внутри меня вот эти вот опорные точки и крылья с детства почему-то давали мне всегда на это право. И я никогда не ошибался, кстати. Всегда реализовывалось, когда я получал это право и использовал его. И вот тут-то я его тоже использовал. Поэтому Амон стал Амо. Амо. Дари Амо. Да. Вот сейчас звучит уже современно, да? Был такой бог Солнца Атум. Ну, казалось бы, ну Атум и Атум можно оставить. Нет. Осовременил я. Ату. Дари Ама. Дари Ату. Был бог Солнца Тонатиу. Ну, очень тяжело звучит, да, Тонатиу. Я сказал проще. Тон. Дарит тон. Даже красиво дарит он, да, почти звучит. Дарит тон. Тон. Бог Солнца. Сегодняшний, современный, да, костюмчик. Поклонение. Был двуликий Янус. Ой, как длинно, да, и по тем временам, может, и хорошо. Я его назвал сегодняшним именем Яни. Был очень такое трудное слово, ой, уцилопчли. Уицилопочли. Уицилопочли. Я вот очень трудно выговариваю это слово. Представляете себе, еще вот именно вот такое вдруг дал наименование Богу Солнца и назвал бы один из дарий, да, Уицилопочли. Я думаю, что было бы очень смешно даже это, да. А чтобы дать серьезность и современность, я назвал проще Уту. Дари Уту. Так, дальше. Был у нас такой бог, как Дождь бог. Ну как, ну хорошо звучит. Оставь, мол. Но не современно, понимаете? Он тогда был Дождь бог. Сегодня мы его приглашаем в наш мир, и он стал Даш. Дари Даш. Вот теперь он современен.
Был такой Гелиос, бог солнца. Современное имя я ему дал Гел. Дарий Гел. Был такой бог, как Сурья. Ну да, кому-то на их языках там понятно, это же боги разных цивилизаций, да, точнее не цивилизация, народов, там, эпох. Вот. Кому-то Сурья и понятно. Современное имя теперь у Сурья Дарий Сур. Сур. Был бог солнца Митра. На сегодня он стал Мита. Дарий Мита. Был бог солнца Гор. Ну, тут сокращать даже нечего. Он всегда остается современным, да? Я и оставил его, Гор. Красиво звучит, и тогда звучало, и сегодня. Гор. Был бог солнца Ра. Ну, тут сокращать уже нечего, и он понятен, и сегодня звучит современно. Поэтому я оставил его Ра. И был бог солнца Ярила. Длинно, красиво, но не современно. Он стал Яри. Дарий Яри. Таким образом, я пригласил практически всех богов Солнца, всех времен и народов в сегодняшний квантовый календарь. Осовременил их присутствие, и мне как-то внутри стало легче. Вы знаете, потому что мои вот внутренние опорные точки, не все, конечно, у меня их там много, а они перешли как бы во внешнюю среду теперь. Я давно обещал своим соученикам, что я когда-то познакомлю вас со своими богами. Я говорю, во мне очень много богов разных. Я это ощущаю. И когда-то, я говорю, я вас познакомлю со всеми этими богами. Вот. Но, видите, видимо, наступает такая эпоха, время, когда я действительно стал знакомить со своими богами. То есть, видите, получается, я не присваиваю, кстати, богов Солнца, но почему-то я вот имел право дать им современность и реанимировать их. Сегодня, кстати, их знают уже миллионы людей, я думаю. Очень много людей, которые слышали теперь о квантовом календаре. И значит что? Боги Солнца снова начали функционировать. Да еще все вместе, да современно. Следовательно, что? Понятно? Смысл и энергии календаря квантового сегодня простираются на всю планету. И боги Солнца превращают эту планету в цветущую, в уравновешенную. Но тут вот кое-что хочется сказать. Честно говорю, я не злодей совершенно. Ну, вот абсолютно даже не думаю плохо. Я очень люблю Землю, планету эту, хотя хотел с нее улететь еще в 19 лет и должен был улететь, но отказался. Это самая первая передача моя. В ТВ можете ее посмотреть. Другое дело, что очень долго и туго человечество идет навстречу квантовому календарю, понимаете? Очень много препятствий, препонов, злорадства, потирание ручек, оплевывание, охаркивание, извините, фу, как некрасиво. Какие гадости пишут многие. Это надо только почитать. Как можно такие вещи писать в адрес богов? Квантовый календарь состоит из богов Солнца. Хотя бы из-за этого уважения уже немножечко опридержали бы свои, извините, поганые языки. Поганые. Отвалятся же. Нельзя так вести себя. Я тут не один. Вы не забывайте, что вы в присутствии богов себя так ведете. Вы думаете, это вам сойдет с рук писать гадкие комментарии на квантовый календарь? Не позволю. И они не позволят. И это правда. И я это говорю не потому, что я должен запретить вам писать их. Пишите.
Но пишите по-человечески. От непонимания своего. Или не пишите ничего. Но гадости и ругательства не позволю безнаказанно писать. Отныне и навсегда. Я еще раз подчеркиваю, ребят, как кто там в мультике говорил, давайте жить дружно, да? Все-таки, наверное, надо научиться уважать богов, надо научиться уважать веру, надо научиться уважать свою планету, которую мы все-таки должны превратить в оазис цветущий. Ведь здесь можно сделать все, что угодно. Ее можно преобразить как угодно при помощи наших мыслей. И это не шутка, это абсолютная правда. Как думаешь, так и живешь. Так я обычно говорю своим соученикам. Конечно же, квантовый календарь влияет на всю планету, на ее климат, на потепление, которое я давно уже, трудно говорить, все подумают, что как вот ненормальный, да, организовал. Ну да, организовал, а что здесь такого? Но если это так, почему я должен обманывать вас? Если я действительно расставил в свое время пирамиды, да, специальные энергетические пирамиды по всему миру, по всей планете, включил их в сознании своем, и они стали растапливать климат. До этого он тоже, конечно, немножко теплился из-за того, что мы, кстати, первое потепление началось даже не потому, что я поставил пирамиды, а оно потихонечку было, но оно бы не дошло вот до такого сегодняшнего состояния. Оно было, знаете почему еще? Потому что мы все с вами живем в огромной микроволновке. Вы же понимаете, вот в микроволновку положите что-то, да, и там в микроволновке есть функция, ну в основном в микроволновках есть такая функция на размораживание. То есть медленно, там 15-20 минут, полчаса размораживать можно какой-то продукт, который дубово заморожен. Так вот, представьте себе, сколько у нас на Земле разных радиоволн, сотовых телефонов, чего только нет. Вся Земля в паутине волн. Вы что думаете, эти радиоволны не разогревают климат на Земле? Что мы не живем с вами в огромной микроволновке? Конечно, живем, только она поставлена на очень длительную разморозку. Потепление, оно, да, давно начиналось, я его не присваиваю полностью совершенно, но оно бы шло еще, как рассчитывали все ученые, на 100, на 200, на 300 лет, может, вперед. Тогда бы, может, сегодняшний какой-то результат был. Но, поскольку я сделал расстановку энергетических пирамид, это потепление стало на глазах, да, расти, и скорость его неимоверно по параболе взлетает у нас на глазах вверх. И мы видим конкретные плоды задуманного мною. Но опять же, не потому, что я суперзвезда, которая хочет сделать какие-то гадости. Но уж если я родился такой, можете считать меня уродом, хоть блистательным человеком, как хотите. Это уж ваше право. Но если вот я родился таким, и внутри вот эти были боги, опорные точки, и я их выставил в качестве квантового календаря, то уж, наверное, давайте все-таки скажем правде в глаза, что это правда все-таки. Трудно с этим не согласиться, что квантовый календарь не делает своих обязанностей, делает, и еще как делает, и радоваться надо этому. Но я заговорил вот о чем. Помните, я говорил, что не позволю там комментарии плохие говорить и так далее писать. Я хотел продолжить немножечко эту тему. Дело в том, что в этом году меня очень сильно как-то это зацепило, что люди очень вяло реагируют на квантовый календарь. Ну, я не говорю, что все. Ну, конечно, скорость должна быть больше распространения. Иначе просто Земля успеет, как говорится, сгореть. Так вот, я решил, думаю, ну ладно, я сейчас сделаю тогда немножечко по-другому. Я вот покажу, да, человечеству, что вот сейчас начнется не просто равновешивание, а просто вот испепеление на Земле. То есть начнут появляться участки, когда просто там будет все гореть. Вот смотрите, вот сейчас вот я опускаю руки, да, и говорю, пусть оно горит само по себе. Все, я умыл руки. Вот квантовый календарь прет вперед без меня. То есть лошади понесли, да? И что вы думаете? Вот давайте в этом году экспериментально посмотрите, что произойдет. Я опускаю руки. Вы сами потом начнете меня просить, чтобы я взял вожжи обратно. Вот честно говорю слово. Вот в этом году я опускаю руки.
Пожалуйста, удастся вам поддержать климат самостоятельно? Поддерживать? Нет. Вы увидите, что будет твориться в этом 16 году по всей планете. Ну а как еще? Я уже не знаю, как сдвигать, да, человечество в сторону цивилизации, в сторону объединения, в сторону новой эры всемирного сознания. Как еще? Конечно же, если случится что-то такое сногсшибательное и срочно, да, как-то откликнуться на квантовый календарь более плотные слои населения, так сказать, тогда да, можно вожжи взять обратно. Кстати, вот не далее, как буквально через несколько дней, меня пригласили, в Москве будет встреча с раэльтянами, да, раэльтяне, по-моему, так, раэльтяне. То есть это вот типа уфологов, которых 90 тысяч, оказывается, в мире, с центром в Швейцарии. Так вот, короче говоря, они сейчас, вот, и их главный там человек, который этим занимается, забыл имя, фамилию, имена, дату, у меня всегда вылетают из головы с детства, не держатся. Так вот, он тоже приезжает, по-моему, из Франции приезжает в Москву, и там 2 дня будут встречи разные, я тоже туда приглашен, и вот они хотят построить посольство для инопланетян, для встречи с инопланетянами, которые считают они наши создатели, там эпохимы, по-моему, так они их называют, то есть боги наши, которые нас создали по своему подобию. Но вот если вот эти раэльтяне как-то откликнутся, повернуться лицом к новой эре всемирного сознания, то есть сразу 90 тысяч человек. Это здорово, конечно, если такое случится. Я буду только счастлив. Но, скорее всего, как всегда, я посижу где-то в сторонке на этом совещании, позеваю и, может быть, даже с середины уйду. Ну, говорится, посмотрим. Но вожжи пока брать не буду. Не буду. Пускай это, да, горит оно синим пламенем. Чтобы немножечко попугать, да, надо попугать. Чтобы все-таки развернулись, человечество развернулось к правде и божественности, наконец-таки, и научилось уважать божественность и в себе, и на планете. В самом начале квантового календаря на вашем сайте имеется список используемых терминов с расшифровками. В нем, например, объяснено, что в Солнечной системе наша планета имеет имя Соло. Скажите, а как будут называться жители планеты? Говорят, как корабль назовете, так он и поплывет. Какое имя лучше подходит гражданам новой эры сознания? Да, имя нашей планеты Земля в Солнечной системе, энергетическое имя, которое еще пока не озвучено и не принято на Земле, имя Соло. Соло понятно на всех языках мира. И это не потому, что я именно есть Соло, а потому что так оно случилось. Я как бы был носитель этого имени, понимаете? То есть я на своих плечах принес наименование планеты, да, название планеты. И почему именно Соло? Давайте с вами разберемся. Коротко, но понятно. И вообще вот спрашивают, да, меня мои соученики, как будут называться люди, которые живут на планете Соло. Вот сейчас они называются типа земляне. А как они потом будут называться? А они так и будут называться Соло. То есть народ Соло, да? Народ Соло. Единый народ планеты, который именуется Соло. Кто здесь живет на этой планете? Соло. А скажете, ну вот тебе какая гордыня, какой культ личности. Да совершенно никакого культа личности. Ребята, ну мне это, честно говорю, до лампочки. Я поясню. Ну да, действительно так случилось, что я был носитель этого имени, чтобы сегодня принести этот мешок, который тащил тяжелый, и свалить его, да, себя, раскрыть и раздать все эти гостинцы, которые я принес энергетические, всем жителям планеты. Почему так? Почему именно Соло? Почему народ Соло? Почему планета Соло? Дело в том, что вот наше учение говорит о чем? О том, о чем и говорил и Христос. Христос говорил, ты во мне, а я в тебе. Как сегодня я говорю своим соученикам, ты моя мысль, а я твоя мысль.
Понимаете, да? То есть совершенно не противоречит ничему, ни Христу, ни христианству, ни другим религиям. То есть мы с тобой едины. А значит что? Ты моя мысль, а я твоя мысль. Значит, каждый человек живет в мире собственного развернутого предметно-беспредметного сознания. Да? То есть все вы, зрители, осмотритесь вокруг. Это все мысли ваши. Вы абсолютно одиноки в этом мире. Каждый из вас одинок. А значит, кто вы для вашего мира? Для вашего мира сознания, окружающего вас везде, и предметного, и беспредметного, что в голове. Вы являетесь своеобразным соло. Вы есть соло. Соло своего мира, понимаете? Вот как вы думаете, так и живете. Так, как вы думаете, так и живет вокруг и народ, который вы видите, да, и страны, и все что угодно. Вы взаимосвязаны со всем этим. Это ваш мир. Вы соло. А значит, видите, в чем вкус и аромат, и правильность, и логичность этого наименования планета Соло. Потому что она является собой мир сознания, огромный мир сознания, где каждый человек является единицей осознанной, живущей в своем мире, и каждый человек, живущий на планете Соло, является сам по себе Соло в своем мире. Поэтому как назвать народ этой планеты? Этот народ именуется Соло. Я думаю, что я ответил на вопросы, которые мне задали мои соученики. Так что не думайте, что у меня какая-то была гордыня. Просто так случилось, что Господь распорядился, говорить, вот ты Соло. Кстати, я не придумывал, извините за грубое слово, и не выпендривался, когда сочинял, что я Соло. Просто так случилось, что когда я начал писать первый роман, то до этого я издавал стихи, писал публикации, разные там, статьи. Они на красных досках, кстати, висели в областных газетах. В журналах там публиковался. Писал телевизионные передачи, тоже по ним снимали документальные фильмы и так далее. Все получалось вроде бы. А когда начал писать роман первый, а он не идет. «Скоморох или начало магии, астральное тело, эпопея». Вот не идет. За весь день бы такой кусочек написал. Я уже, по-моему, говорил где-то в передачах. А потом что случилось? Думаю, ну как-то же надо все-таки писать. Я провожал своего товарища на троллейбусной остановке, стою с ним, ждем троллейбуса. И вдруг луч прямо опускается, я чувствую. И я от этого луча чувствую, да, ну про себя луч, конечно, внутри меня. Энергетическое состояние, что соло звучит. Я говорю, про себя думаю, я соло. А луч как бы подтверждает, да, вот эти опорные точки внутри меня. У меня аж мурашки тогда пошли. То есть я соло. А какое соло? Которое все славит. То есть все принимает как есть. А, Всеслав. Ну да, Всеслав соло. Я прибегаю домой, стираю Сергей Порецкий, да, и пишу Всеслав соло. Со следующего дня роман пошел. Просто вот на ура. Каждый день по 5 страниц. Все, 2,5 месяца он готов. И я его уже в издательство отправил. И потом рецензия придет, роман написан живо и без сомнения, будет встречен читателями с интересом. И так я начал издавать его. То есть я не придумывал специально соло, я не навязывал никому, что потом возникнет учение, которое будет вот именно выглядеть как соло и так далее. Просто Господь так распорядился, как я понимаю, на тебе имя, донеси его людям. Но это не значит, что мое. Я такой же соло, как и вы все соло, понимаете? Ну да, я был первым наименован этим именем, но это не значит, что оно присвоено мне. Я просто принес вам, люди, его. Примите его, осознайте, полюбите и живите счастливо. В квантовом календаре выделяется особое время для медитаций. Скажите, пожалуйста, на какие темы должны проводиться эти медитации? Как часто? А самое главное, зачем? Куда приведут такие медитации жители планеты Соло? Что из себя представляет структура квантового календаря? Я уверен, что не все, конечно же, но некоторые люди, которые так или иначе, хоть исподволь, но знакомившиеся когда-то с квантовым календарем,
упирались в какие-то странные наименования, говорят, наверное, думают они так. Типа, что за вейсид какой-то? Какой-то сейсид, лейсид, рейсид, жейсид. Что это такое? Ну, сид, понятно, ладно, он сказал, что это день, да, в верхнем параллельном мире, день квантового календаря, который состоит из 4, да, из 4 тайла, да, из 4 тайла, извините. Ударение неправильно сделал. Так вот, что ж такое там, почему это, зачем? Ну, как бы чешут затылок, как говорят, репу, да, и думают, а вдруг как, наверное, вот так и есть, что вей какой-то, сей, лей, рей, жей, это что? Это получается, что-то веет, что-то сеет, что-то леет, что-то льется, что ли, что-то реет, что-то там, зреет, что ли, да, что-то такое, типа пшеница. Ну, и жей, ну, наверное, пожинать надо, плоды какие-то. Правильно думаете. Так и есть. Ассоциации абсолютно у вас верные. Да, вначале нужно что? Ветер, да, веет, то есть желание нужно взять семена, развеивать, да. Что они делают? Засеваются, да, то есть в землю укладываются. Дальше, или на почву какую-то энергетическую. Дальше нужно что? Поливать их, то есть взращивать. Дальше они начинают реять, то есть расти. И дальше, да, пожинать плоды. Так именно в квантовом календаре все и обозначено. Вы скажете, а зачем в квантовом календаре это так обозначено? Это что, так просто для красивости какой-то? А я вам скажу, совершенно нет. Это не для красивости придумано. Понимаете, что такое квантовый календарь? Это тот календарь, который готовит все человечество перейти на систему жития 1 к 4, увеличить свою продолжительность жизни до 400 лет, то есть чети. До 400 чети. Вот. Или же 100 держи, так и останется. То есть 1 год держи называется в нашем квантовом календаре. Так вот, что получается? Получается, что когда люди по квантовому календарю живут, и вот, допустим, сегодня идет вейсид какой-то там, да, вейсид, то все люди, кто живет именно по квантовому календарю, подключается к состоянию, что сейчас вот нужно что? Веять. То есть сейчас время как раз такое, когда можно что-то подготавливать для посева. То есть какие-то гипотезы, да, разрабатывать, какие-то идеи вынашивать или создавать, какие-то представления и так далее и тому подобное. То есть что-то зарождать или зачинать детей даже. Но вы понимаете, когда все вдруг на Земле будут понимать, что сейчас идет вейсид, который будет идти 4 тайла. Ну, тайла, это значит, тай это светлое время суток, а ла это темное время суток. Получается, сутки по прежнему календарю это тайла, да? Одно тайло. Причем там наименования идут атай или ала. То есть атай это светлое время суток первого дня сита, каждого сита. А ала это темное время суток первого дня каждого сита. Дальше идет бетай, бела, ветай, бела, гетай, гела. Это вот 4 тайла, да? 4 тайла. Это один сит. И вот смотрите, все вот эти 4 тайла, да, люди на Земле живут и понимают, первых, да, что вот весь сит сейчас идет, и можно задумывать идеи какие-то там, ну и так далее и тому подобное. Представьте себе, если все так думают на Земле, что вот эти 4 тайла именно есть возможность создавать что-то. А это мир сознания. Значит, все на Земле будут так или иначе, хоть на интуитивном уровне, но что, сопряжены или сопричастны к единому медитативному состоянию. То есть все люди будут понимать, что сегодня не просто первый день календаря, говорится, а сегодня вейсид, когда создается что-то. А следовательно, начнут открываться новые возможности. Это всемирная медитация. То есть это календарь для всемирной медитации, для всемирного сплочения, для создания новой эры всемирного сознания. Всемирного сознания, объединения всех людей на планете Соло. А второй
идет, да? Сеесид. Все понимают, все медитируют эти 4 тайла сеесита, что сейчас время, что семена засеивать конкретно. Уже то, что задумано там и так далее, может засеивать. Пожалуйста, сейчас это можно делать. И это будет получаться, потому что будет получаться. Вы скажете, да ладно фантазировать, Соло, что ты там придумываешь? Что ты какую-то за уши натянутую ситуацию рассматриваешь? Да не придумано. Вы же очень плохо разбираетесь, наверное, многие не знаете, что существуют такие вещи, которые сейчас я вам могу доказательно объяснить. Давно, я думаю, очень давно, но вот с 1937 года знаю точно, в России, я имею право это сказать, потому что я знал конкретного человека, да, в России есть институт, который готовит так называемых магов, ну, то есть энергетиков, для воздействия, для работы в спорте, в политике, в медицине, в космонавтике, где угодно. Вот я спрашивал у этого человека, прямо вот с романа я сейчас надиктую, спрашивал этого человека конкретно, у него свое кафе было в южном городе. Я приехал там, работал, преподавал, и вот мы встретились, и я говорю, ну а что вы там делали в этом институте? Она говорит, ну вот мы, допустим, приходим в лабораторию, а ученые сидят и изобретают новый материал для новых каких-то, скажем, вот, как она сказала тогда, новый материал для новых скафандров, для космонавтов, которые, да, скафандры. А я говорю, зачем? Вы просто сидите, что ли? Да, просто сидим. Я говорю, а зачем? Она говорит, чтобы ученые поверили, что они сейчас создадут этот материал. Вы понимаете, на что готовили таких людей, да? Также они, что, могли сидеть, присутствовать на спортивных соревнованиях, чтобы спортсмены выигрывали, ну и так далее и тому подобное. Кстати, чуть позже я в этом убедился абсолютно сам, практически. Я работал на хоккейную команду, сейчас я имею право об этом сказать, прошло много лет. Работал как экстрасенс, приглашенный тренером Мариничевым из Электростали на то время, 98 год. Это был 98 год. Вот, приглашен в хоккейную команду, и там я, значит, был как экстрасенс. Я целый месяц работал на этого человека. Поднимите, по-моему, за сентябрь месяц, август или сентябрь, точно не помню, 98 года, газеты спортивные, и посмотрите, что творила команда «Электросталь» хоккейная, которая была, по-моему, всего лишь во второй лиге, как она всех обувала. Ну, я сейчас точно не помню цифры, ну, типа ЦСКА там 7-3, да, выиграла, там Динамо, допустим, там 4-2, там и так далее. То есть вы просто удивитесь. А потом я отказался от работы с этим человеком, ну, он там обещал денежку и что-то начал затягивать, и я отказался, потому что я все дела оставил, а мне надо было работать на него, да. А что я делал, кстати? Я просто присутствовал на матчах, видите, как интересно. И все, больше ничего. Или же на расстоянии по сотовому телефону тоже присутствовал. И больше ничего. Скажите, ну надо же, получается, что вот так вот можно воздействовать? Конечно, можно. А как вы хотите? Видите, только один человек наблюдал за игрой и выигрывал. Как интересно, да? Ну, конечно, сознание было другое, подготовленное. А представьте себе, весь народ Земли будет понимать, что сейчас вейсит. Или весь народ Земли будет понимать сейсит. Или весь народ Земли будет понимать, что сейчас лейсит, что сейчас нужно поливать засеянное. И это будет работать. Обязательно будет работать. Проверено, доказано. Энергетически. Я думаю, и вы сейчас это понимаете. Даже те, кто скептики, все равно внутри они чувствуют, что это правда. Вот почему я так назвал вот эти ситы календаря. И они повторяются. Но самое интересное, вы скажете, да что ж теперь все будут по струнке вот так вот жить? То есть, раз уж сит веет, значит только веет. Если сит сеет, то только сей, ну и так далее и тому подобное. Я вам говорю, да нет. Это общепринятая позиция. Это общепринятая позиция. Ведь там, когда я работал с хоккейной командой «Электросталь», там же тоже много людей было, которые думали по-разному, да? Однако я побеждал, мое сознание побеждало. Поэтому каждый человек на этом фоне может заниматься, скажем, во время ресит, в каком-то своем деле находиться, да, в оболочке как вейсит. То есть, когда все уже видят и подращивают урожай, ну, то есть засеяны какие-то идеи, дела там и так далее,
и взращивает их. А он в это время, может, какие-то будут только вот навеивать себе новые идеи там и так далее. Ничего тут страшного нет совершенно, понимаете? То есть никто не запрещает в это время даже и пожинать что-то в других делах своих собственных. Но просто имейте в виду, тогда надо быть и по сознанию сильным человеком, и уже даже индивидуально независимым. В этом смысле даже будет какое-то совершенство у людей. Ведь календарь не навсегда, как говорится, порабощает всех и заставляет жить только вот сегодня все 4 тайла, как Вейсид, как Сеисид и так далее. Это только для начала, чтобы воссоздать эпоху, новую эру всемирного сознания. А потом каждый будет уже, наработав эту медитацию с детства в пеленках, через поколения какие-то, да, когда в гены это войдет, каждый будет сам вот эти все состояния создавать, и у него, как и у меня в свое время начиналось, да, опорные точки внутри будут божественные, и он будет иметь право так жить, думать, и у него будет все получаться. Понимаете, как интересно? То есть я это создал только для того, чтобы люди вначале через эту схему вот, энергетическую, через вот эти вот все ситы, да, которые повторяются по квантовому календарю, смедитировали вместе все, объединились. Но, видите, я сказал, повторяются. Там есть еще, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6 повторов. То есть каждый дари месяц имеет 6 раз повторения вот этих вот наименований ситов, да? То есть Вей, Сей, Лей, Рей, Жей, Сит повторяется 6 раз в каждом даре, в каждом месяце квантового календаря. 6 раз. То есть вот эти 5 циклов. И я их обозначил, вот эти 6 раз, тоже под единой медитативной оболочкой. Ну, смотрите, там получается у нас первые 5 сит, они именуются под оболочкой Ау-5. Ну, 5 понятно, потому что 5, да? Красиво, славянский. Вообще, здесь наименования больше славянские везде. Почему? Потому что все-таки россияне, Русь предлагает миру квантовый календарь и имеет право, чтобы, скажем, первый месяц, а он первый месяц в квантовом календаре был Дарий Яри, то есть Ярила, да? Дарий Яри. Вот почему Ау-5? Почему Ау-5? Опять, наверное, догадываетесь, сейчас я перечислю все эти 5, их 6, да? И вы скажете, да, ну тогда теперь понятно. Вот смотрите, там идет Ау-5, Мал-5, Под-5, Мол-5, Зор-5 и Стар-5. Быстренько, да? Ау, Мал, Под, Мол, Зор, Стар. Ау-5, Мал-5, Под-5, Мол-5, Зор-5, Стар-5. Ой, наверное, вы уже по слуху начинаете догадываться, почему я так все их проименовал. Смотрите, Ау, ну это что-то младенец, помните? Ау, 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 да? То есть он родился. Так вот, Ау, это значит что? Рождение чего-то. 5 сит первых – это рождение чего-то. Видите, в каждом месяце первые 5 сит – это рождение чего-то. То есть это что-то маленькое, что будет подрастать. Дальше идет Мал-5. То это маленькое, оно вырастает еще в большее. То есть это уже не просто младенец, а это уже существо, которое бегает, пускай под стол пешком, но бегает. А дальше идет Под-5, подросток уже, да? Подросток, то есть что-то создается, и это уже подросток. Дальше идет Мол-5, молодость. Все это легко, вы привыкнете к этому, их наименованиям, они лягут на душу, все будет хорошо. Так вот, Мол-5 и молодость, да, то есть это уже, конечно, расцвет идет, да, какого-то дела, скажем. Дальше Зор-5. Ну, Зор это понятно, зоркость, то есть это зрелость. Это мужественность, это уже взрослость, взрослый, да, взрослое дело. Ну и Стар-5 это не значит, что старое. Нет, Стар-5 это звезда, сияние. То есть это пик, это слава, это победа, это восхождение, это лавры. То есть это почет, уважение, завершение, да, всех этих циклов. То есть получается, люди, допустим, будут жить и понимать, что сегодня, скажем, 8-е Лей-Сид, Мал-5. 8-е Лей-Сид, Мал-5.
Значит, что это получается у нас? Ну, во-первых, леосит – это нужно поливать, что вот ты засеял, да? Но сегодня мал пяти. Мал пяти. То есть, значит, это то, что ты засеял и поливаешь сейчас, оно еще маленькое, понимаете? Оно еще маленькое. И оно еще будет иметь какие-то новые досеивания, новые поливания, новые состояния, когда урожай реет, то есть зреет, да, и новые сборы этого урожая. То есть получается, вот этот цикл мал пяти, он имеет все полностью 5 сит. Дальше под 5 тоже 5 сит. И там, допустим, будет, ну скажем, 14 реесит под 5. Как понимать? Ну, реесит – это урожай реет уже, да? А под 5, то есть подросток. То есть он еще все равно подросток, понимаете? Он еще подросток. Конечно же, здесь еще могут быть и наложения. Здесь могут быть еще и наложения. То есть, вот смотрите, как интересно. То есть, все же, что в этом мире открывается, обязательно, помните, развивается по спирали, и на каждом витке уже более совершенным становится. Ну, таков закон, да, и философский, и энергетический, любого вида и рода развития, чего бы то ни было на Земле. Так вот, то же самое и здесь. Поэтому реесит, он может быть ау 5, 4 реесит, мал 5, 9 реесит, под 5, 14 реесит, мол 5, 19 реесит, зор 5, 24 реесит, и у нас получается стар 5, 29 реесит. Видите? То есть реесит может быть 4, 9, 14, 19, 24, 29. Но каждый раз он будет называться, вернее, под другим смыслом даваться. Ау, мал, под, мол, зор, стар 5. Вот эти вот наложения, это же тоже медитативные наложения, вы понимаете, да? Они тоже медитативные. То есть, получается, то дело, которое сейчас создается, оно может еще и растягиваться. Вот смотрите, допустим, процесс создания идей. Давайте так, посмотрим. То есть, получается, квантовый календарь дает и крупный, и мелкий план. Имеет как бы две скорости, что ли, да? Две основных скорости. Первая скорость — это в пределах 5 сит можно, да, засеять что-то и взрастить и собрать урожай. А можно на весь дари разместить, и только в конце, когда будет стар 5 и 30 реесит, собрать урожай. То есть получается еще одна скорость наложена через ау, мал, под, мол, зор и стар 5. То есть получается, вот смотрите, создается идея, скажем, первые 5 сит, что? Она вообще только вот человек дотрагивается до нее, да? Потом он внутри себя засеивает какие-то крохи информации, чтобы выйти на эту идею. Потом поливает эту информацию, да? Потом она у него там подрастает, потом он собирает ее, вдруг возникает какая-то идея, ау 5, и все, закончилась, идея родилась. А потом что? Опять начинается. Теперь, раз она родилась, тогда он что? Думает, допустим, а как ее посеять? То есть опять новое веяние идет, видите? Новое сеяние, новое ление, новое рение, новое жей, да, сбор. Ну тоже будет уже как мал 5. То есть может он будет в это время совершенствовать эту идею только еще каким-то образом. Присовокуплять к ней что-то, сравнивать может с чем-то, ну и так далее. То есть в квантовом календаре предусмотрено, видите, как интересно, предусмотрено 3 времени. Вот первых 2 мы разобрали. Первая скорость 5 сит, вторая, значит, получается 6 5, в котором по 5 сит, это вторая скорость. И третья скорость, это еще верши. Какие верши? Сол верши, дем верши, кам верши и сверши. То есть это еще больше, на целый, получается, на целый год квантового календаря, на целый держи. Вот все эти верши распространяются. Потому что в каждом верше у нас 3 дари. А 3 дари — это целый год наш земной сегодняшний. Представляете, да? То есть третья скорость включена.
третья скорость. То есть 3 скорости медитативные есть в квантовом календаре. И вот что такое сол верши? Да? Сол это значит что? Солирует, да? То есть главное, что каждый живет в мире своего сознания. Поэтому идея, которая сейчас создается, она варится сама в себе. Она главная, она высвечивается и так далее и тому подобное. Дальше идет демверши от демиурга, да? То есть для чего все это делается? Видите, тут третья скорость на целый держит. Для чего все это делается? Чему подчиняется? Что созерцает эту идею? И какие пользы она принесет? Ну и так далее. А дальше идет камверши. То есть теперь время уже сбора макетов всего, да, вот состояния слияния всех кусочков этой идеи или чего-то там, дела какого-то. И дальше ис, то есть истина. Кам это камни собираются, а ис верши, истина. То есть вершина истины. И вот здесь-то как раз-таки и идет само воплощение. Получается, квантовый календарь имеет как бы заложенные в нем 3 медитативные скорости. Вот новое понятие вы усвойте, пожалуйста, уважаемые телезрители. 3 медитативные скорости. Первая скорость это у нас от сит идет, да? Помните, вей, сей и так далее. Вторая скорость идет от пяти, ау, мал, пот и так далее, пяти, да? И третья скорость сол верши, дем верши, кам верши, ис верши. То есть это вот то, что распространяется на весь держи, на целый год квантового календаря, в который входит 4 наших вот сегодняшних земных года, то есть 4 чети. Год это чети называется от имени квантового календаря. Если оттуда смотреть с высоты квантового календаря на наш сегодняшний календарь, то квантовый календарь видит название наших лет не как годы, а как чети. Ну и подытоживая все сказанное, вы понимаете, да я вынужден сказать следующее, что квантовый календарь все-таки это вот как точка сборки, понимаете? Он всех людей должен ввести в новую эру всемирного сознания через вот эти 3 скорости медитативные. Каждый, конечно же, будет выбирать их сам, научится их чувствовать, примет в себя через гены, через поколения, они станут нормой, просто при рождении уже будут у всех в голове как часики работать. И, конечно же, тогда все будут уже жить независимо. Кто-то в состоянии демверши, там, ну, в состоянии верши, кто-то в состоянии сит будет жить, кто-то в состоянии пяти будет жить, а кто-то вообще будет гулять сам по себе, и у него просто это медитативное состояние наработано, и он будет материализовать все, что угодно, и когда угодно, и как угодно. То есть квантовый календарь это начало, точка отсчета, точка сборки все-таки, да, чтобы собрать все человечество в единое целое. Всеслав, вы всегда нас учите. Как думаешь, так и живешь. Квантовый календарь предусматривает, прежде всего, 4-кратное увеличение продолжительности жизни человека. Посредством этого календаря каждый человек способен обрести в своем физическом теле стабильную юность. Старость и дряхление канут в небытие. Какими методами возвращать молодость по квантовому календарю? Существуют ли при омоложении физического тела по квантовому календарю какие-то особые мотивации и приемы мышления? Да, конечно. Квантовый календарь дает каждому человеку право и возможность омолаживаться. То есть молодеть, возвращаться вспять. И если вы уже сильно постарели, вы можете или поддерживать состояние молодости, или же даже вернуться в состояние молодости. Я вам говорю, что да, можно омолаживаться вполне. А как? Да. Вот представьте себе, мне 15 сейчас держит, да? То есть значит что? Ну, если сравнить с 15 чети, то есть годами человеческими, то есть мне 15, да? Как я должен думать, как я должен чувствовать? Я начинаю вспоминать себя 15-летнего. Какой я был, какие мысли были. Начинаю все это проецировать на сегодняшний день. А как бы я вел тот тогдашний, да, сегодня себя, какие бы обороты речи использовал, движения, какие ощущения в растяжках, там, ну и так далее и тому подобное. Какие устремления. Но я не говорю, что нужно чекануться, да, и быть 15 абсолютно летним. Хотя очень многое оттуда надо брать.
естественно, это и походка может нормально, и ускорение, и напор жизненный, и желание, и победу, и ореол всевозможия, и многое-многое другое в таком возрасте есть, да, непоколебимость, там, даже максимализм в каком-то хорошем смысле слова, который на сегодняшний лад уже переделан с учетом твоего опыта и так далее. То есть берите по квантовому календарю и смотрите на себя тогошнего, когда вы жили когда-то, да, и вспоминайте, просто закройте глаза, и особенно перед сном, и вспоминайте себя того, что у вас было. То есть не надо, конечно, гадость какую-нибудь негативную вспоминать, а просто состояние само, что вот вы вот в таком-то возрасте, понимаете? И вот это вот нужно в себе нарабатывать. И, естественно, присматриваться, как в этом возрасте, который вы хотите в себе возобновить, живут и трудятся, или же просто развиваются люди вокруг вас. Понимаете? Вот это очень важно. Наблюдение внутри себя, нужно это нарабатывать. Вот это я могу вам порекомендовать. Обязательно учитывайте, что квантовый календарь будет помогать вам это осуществлять. Потому что вы будете отмечать день рождения раз в 4, получается, чети, да? И так далее, и тому подобное. То есть у вас появятся опорные точки. Вы сможете в это поверить. Вы сможете побеждать. И, естественно, молодеть. Когда мы создавали эту передачу с моими соучениками, нам показалось, что вопросы, которые мы подготовили, ну, вполне достаточны по продолжительности, и можно создать передачу. Вы знаете, все-таки мы не вмещаемся в одну передачу. Нам придется делать еще одно продолжение передачи «Квантовый календарь». И поэтому смотрите, значит, это будет, скорее всего, 56-я передача, а может чуть и попозже, может и 57-я, но она обязательно будет. Продолжение передачи «Квантовый календарь», продолжение 2 будет так называться, продолжение 2, скорее всего. Ну, может, немножко по-другому. Так что следите за нашими передачами, и вы будете в курсе, что мы еще вам предложим узнать о тайнах квантового календаря. Ну, а на сегодня достаточно. Мира и добра всем. Желаю развития. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Nevs TV, в моем блоге на сайте Всеслав-Соло.ру, В как галочка, С как доллар, пишется везде. Пожалуйста, там в блоге можете тоже смотреть и передачи, и многое другое интересное. Приходите к нам заниматься, получить знания. Я научу вас очень многому. Ну, еще раз мира и добра. Всего самого хорошего. Пока. Счастливо.